Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Клея Astrology. Дорогие овны, сегодня в этом видео разберем, что ждет вас в ноябре месяце. Ноябрь месяц не такой напряженный, как октябрь. Планета Венера 8 ноября меняет свой знак и переходит в знак Весы. И для вас, дорогие овны, Венера переходит в ваш 7-й дом, дом партнерства. Планета Венера в 7-м доме– это очень благоприятное время для проведения переговоров, для любого сотрудничества. Это время, когда вы можете найти компромиссы со своим партнером. Ваши отношения могут протекать более гармонично. Это очень хорошее время для поисков бизнес-партнеров, для установления любых партнерских отношений, для решения. Также это время, когда люди будут к вам более доброжелательно настроены. И любые знакомства, заведенные в это время, они могут принести вам полезные связи. Также это время, когда вы можете быть более дружелюбными, более обходительными с другими людьми. Это очень хорошее время для продвижения себя, для того, чтобы быть больше на публике. Потому что вы можете в это время завести полезные связи, контакты. Также это время, когда навряд ли у вас будут какие-то конфликты и разногласия с другими людьми, потому что планета Венера– это планета гармонии. И, скорее всего, если у вас были какие-то конфликты, вам будет их легче разрешить. Планета Марс, ваш управитель, 24 ноября меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, и переходит в ваш 9-й дом, дорогие овны. 9-й дом у нас в астрологии отвечает за путешествия, за учебу, за высшее образование, за религию, за наши ценности, за философию, за наше мировоззрение. Планета Марс– это планета наших действий, наших стремлений, нашей решительности, того, как мы добиваемся всего. Это наша энергия, это куда вы будете направлять свою энергию в ноябре месяце. Это время, когда вам, может быть, захочется путешествовать в дальние страны, вас будет привлекать другие культуры. Вы можете задуматься о повышении квалификации, об учебе, о высшем образовании. Также это время, когда вам могут предложить какую-то работу из-за границы или какое-то сотрудничество. Планета Меркурий 10 ноября меняет свой знак и тоже переходит в знак Стрельца, ваш 9-й дом. Планета Меркурий– это планета общения, планета информации, передвижений, планета, отвечающая за транспорт. И Меркурий в 9-м доме, он может принести вам новости какие-то издалека, из-за границы. Также Меркурий отвечает за поездки, и вы будете думать, планировать. Это хорошее время планировать поездки в дальние страны. Также планета Меркурий может принести вам какие-то контакты. Это время, когда у вас могут завязаться какие-то новые контакты из-за границы или с людьми из другой культуры. Вы можете вести какую-то переписку издалека с людьми из другой культуры. Также это очень хорошее время для начала учебы. Для начала учебы 9-й дом у нас отвечает за высшее образование. 13 ноября у нас произойдет новолуние в знаке Скорпион в 20 градусе 43 минуты. И это новолуние произойдет у вас, дорогие овны, в вашем 8-м доме. Новолуние– это всегда обновление нового цикла. Всегда приносит какую-то новую программу. Одна программа заканчивается, а другая начинается. И новолуние в 8-м доме может принести вам обновление в ваших финансах. 8-й дом у нас отвечает за финансы других людей. Это финансы вашего партнера, финансы, связанные с банками, с кредитами, с ипотекой. Также сюда относятся страхование, алименты, какие-то выплаты. И новолуние может принести вам в вашу жизнь какие-то темы, связанные с этими сферами жизни. Также 8-й дом у нас отвечает за трансформацию, за что-то глубинное, за тайное.
Может быть, вы будете интересоваться какими-то тайными науками. Может быть, вы будете обращаться к психологу. 22 ноября у нас Солнце меняет знак и переходит из Скорпиона в знак Стрелец. И тоже переходит в ваш 9-й дом. У вас получается акцент в ноябре месяце на 9-й дом. И Солнце в 9-м доме — это тоже большой акцент на то, что вы будете думать о том, вас будет привлекать культура других людей. Это очень замечательное время для того, чтобы путешествовать или планировать путешествия. Это очень хорошее время для рекламы себя, для публикаций. У вас появится желание учиться, повысить свое образование, расширить свои горизонты. Вас будет интересовать философия, религия. Это время, когда вы можете больше думать о смысле жизни. Вас будет интересовать больше духовная часть жизни, чем материальная. Также это время, когда у вас могут завязаться контакты с кем-то издалека, с какими-то очень интересными людьми. И последнее событие, которое происходит у нас в ноябре месяце, это полнолуние. 27 ноября у нас происходит полнолуние в знаке Близнецы в 4 градусе 51 минуте. И это полнолуние попадает в ваш 3-й дом. Полнолуние — это всегда подведение итогов, кульминация, завершение чего-то, избавление чего-то. А 3-й дом в астрологии у нас отвечает за учебу, за образование, за общение, за наших родственников, за наших соседей, за наш круг общения. И 3-й дом также отвечает за информацию, за документы. Это время, когда вы можете получить, наконец, какой-то важный документ. У вас могут разрешиться какие-то вопросы, связанные с вашими родственниками. Может быть, у вас решится какой-то вопрос с переездом. Может быть, вы окончите какие-то курсы и получите сертификат. А также 3-й дом у нас отвечает за транспорт. Может быть, у вас решится какой-то вопрос с транспортом. Может, вы приобретете автомобиль или что-то решится с вашим передвижением. Дорогие овны, я желаю вам замечательного ноября месяца. Желаю вам успехов, удачи во всем. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я всех благодарю, кто подписывается на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!